Здорово, народ! Продолжаем вашу любимую рубрику, которая называется «Ваш рецепт говно». Ну, кому не нравится слово говно, там ушки затыкайте, детей от мониторов и всякое такое. Напоминаю, в чем суть данной рубрики. Мы берем какие-то хайповые, зачастую инстаграмные или ютубные рецепты, которые выглядят классно. Они выглядят идеально, но на самом деле они говно. По многим причинам. Некоторые очень тяжело повторить, некоторые требуют промышленного оборудования, в некоторых просто может пойти не так все что угодно. Ну, например, как тот рецепт, где сосиска протыкается макаронами, и как бы вы ни сварили макароны, они не сварятся так же внутри сосиски. Мне, кстати, многие писали, типа, ну нужно просто поварить на 10 минут дольше, там, или просто поварить подольше. Ну хорошо, значит у тебя будут разваренные макароны снаружи, и недоваренные внутри, или нормальные внутри. Короче, в любом случае они не могут свариться один... хрен с ним, что я бомблю. Сегодня мы с вами... Я не люблю слово разоблачение. Сегодня мы с вами попробуем сделать рецепт, который называется луковый цветок. Сколько я его видел в инстаграме, сколько я его видел на ютубе. Но я вас уверяю, данный рецепт говно. И да, кстати, я сначала хотел переименовать рубрику типа, ну вы знаете, ваш рецепт ну такое. Ну, чтобы словом говно не оскорблять ушки моих нежных зрителей. Но потом решил, какого черта? Если рецепт говно, то он говно. Вот и все. Что здесь, блин, в сторону чего я буду делать реверансы? Видите такое название и вас оскорбляет это слово? Не смотрите. Погнали! Чтобы вы не думали, что я какой-то там врунишка или свистобол, вот, вводим целый жареный лук. Вот эти рецепты чудесные. Целый лук, красиво выглядит, смотрите, целый лук. Вот он. То есть этих картинок много, этих рецептов достаточно много. Вот он, вот как он выглядит. То есть прям целый лук. То есть его много кто делает. И как бы, вы знаете, я заметил, когда люди делают этот рецепт, они обычно в конце не показывают, как они это едят. Они такие, ой, красиво, ставьте лайки, до свидания. Ну, потому что они... ладно, погнали, давайте попробуем просто сделать. Да, кстати, в своей рубрике «Ваш рецепт говно» я не буду делать вид, что у меня что-то нарочито не получается, высыпается из рук. Я реально постараюсь сделать так, как это в инстаграме, на ютубе. Берем луковицу. Уже рецепт такой себе, потому что нам нужна здоровенная луковица, чтобы получилось красиво. Теперь отрезаем шапочку, с другой стороны вот у нас корешки остаются, срезаем верхний слой шелухи. Так, и у нас остается вот такая вот достаточно здоровенная луковица. Теперь отрезаем попку, но так, чтобы только-только срезать землю. То есть только-только вот так. То есть поняли? Чтобы все это дело было зафиксировано. Отлично. Теперь вырезаем центральное, как сказать, центральное ядро. Нам для этого нужен какой-нибудь достаточно тонкий нож. Вот так. Так, ну вот мы вычекрыжили как-то центр. Все по рецепту. Теперь наслаиваем. Наслаивается все очень просто. Делаем разрез. Напротив него, ну, само собой, ядро мы не трогаем, я думаю, это и так понятно, да? Еще разрез, потом крест-накрест делаем. Еще разрез, напротив, ну, то есть крестовину, грубо говоря, делаем. Вот так. Теперь мы каждую делим еще пополам. То есть вот тут пополам. Так, вот тут пополам. Вот тут пополам. И вот тут пополам. Ну, а теперь, собственно, по желанию, ну, чтобы у нас красивый получился цветок, еще раз чекрыживаем. Вот так. Вот так. Вот так. Идея ясна. В итоге получается вот такая вот штуковина. Но чтобы они лучше друг от друга отлипали, говорят, что нужно в кипяток кинуть на 1 минуту. Давайте это сделаем. Бэм. Пока закипает вода, давайте подготовим, в чем мы будем там фритюрить, обмазывать, всякое такое. Сейчас вы такие типа, погодь, уже прошло 2 минуты видео. А где же спонсор? У данного видео нет спонсора. Но я вам напомню, что у меня есть свой мерч. Когда вы на мне видите худи, на которых написано «кушаю много, кушаю вкусно», или у меня тут еще подо мной футболка, на которой написано «нежнейшее», я это делаю сам. Это качественные вещи. Чтобы вы понимали, вот эта худи, она офигенно теплая, она офигенно мягкая. И вот это все нашито нитками.
А все футболки, которые вы на мне видите, когда там написано «нежнейшая», «немятая футболка», это стопроцентный хлопок и шелкография. То есть ничего не слезает, ничего не вылезает, никакие нитки оттуда не лезут. Это очень качественные вещи. Ну и, само собой, новогодние свитеры, где котята жарят оленя из шерсти мериноса. Охренительные, мягкие, теплые свитеры. И, кстати, абсолютно новое поступление. Вот такая вот белая худи «Кушаю много, кушаю вкусно». Такая, не знаю, мятный цвет, просто охренительный. Это, кстати, нитки. Это нитки, это вышивка, это ничего не слезает, ничего не выстирывается. Это вечная штука. Ну и если кто-то хочет меня как-то подстебать, у нас проданы уже сотни футболок, сотни худи, и у нас 100% положительных отзывов. У нас нету ни одного недовольного покупателя. Потому что я крут. Ссылка в описании. Ингредиенты, кстати, очень простые. Мука, для того, чтобы все это дело панировать. Не знаю, так насыпем с лихвой. Далее, сушеный чеснок. Нормально, столовую ложку. Можно сушеного орегано, паприки, тут уж как хотите. Посолить, причем добро так. Малая часть соли налипнет сюда, поэтому можно так столовую ложку соли. Свежемолотого перца, почему бы и нет, все любят свежемолотый перец. Опять же, добренько так, потому что малая часть налипнет прямо вот на готовый продукт. С этим все абсолютно понятно. Такая вот чесночно-мучная панировочка. Можно паприки сюда сыпануть, на самом деле, чили, там, чего хотите, чтобы было прикольно. Ну, вот так как-то. Жидкая часть, это у нас такой омлетик, это просто молоко, пара яиц, там, знаете, стакан молока и яйцо. Вот, наливаем молоко и разбиваем туда яйцо. Прям вот так. Яйцо. Ну и давайте еще одно яйцо. Короче, жидкий омлетик для налипания. Ну и взбиваем это все. Вы скажете, что так много всего? Для удобства, потому что, чтобы покрыть вот этот вот луковый цветок целиком, панировкой, яйцом, нужно его как бы целиком опускать, обволакивать, потому что если там будет вот маленькая горсточка, то будет неудобно. Минуту варим, хотя я не уверен, что это обязательно. Минуту даже не варим, а так прогреем. Минуту почти в кипятке прогрели, переваливаем в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Я думаю, это понятно. И вы, наверное, уже начинаете видеть какие-то минусы данного рецепта, потому что такие... окей, мука, она же не вся уйдет, а куда девать остатки? Тут 2 яйца уже ушло, молоко, погодь, а куда остатки девать? Там же, наверное, куски муки будут. Ну ладно, продолжаем. Берем до хрена масла, само собой, рафинированное, дезодорированное, и нагреваем примерно до 170 градусов. И вы скажете, а куда девать остатки этого масла после этой луковицы? Я не знаю, чуваки, никуда. Нашу луковку окунаем в омлетик. Вот. Омлетик. И вот так хорошенько. Я еще раз говорю, я делаю все как бы, чтобы вот получилось. Я хочу, чтобы получилось. Мне превью для этого видео нужна красивая превьюшка, картинка. Вот. Все вот так расчекрыживаем, чтобы у нас все вот так. Теперь давайте я даже это вот сюда насыплю. Так, перекладываем. Так. И все вот так. Хорошенечко. Каждую абсолютно, чтобы каждый лепесток через запад на восток, чтобы везде, ну вот опять же, куча муки, но она превращается в такие комки. И хер знает. Ну ладно, ладно, хорошо, пусть будет. Пока что все неплохо. Так, окей, еще раз окунаем все это дело. Вот, блин. Ладно, пусть будет. Опять же, расчекрыживаем, засираем все, пальцы, стол, но... Так, очень аккуратно, чтобы это не развалилось. Опять возвращаем, я еще муки добавил. Вот. И опять, короче, засыпаем все это дело мукой. Вот. Ну, как-то нужно... Ну, бляха-муха. Ну ладно. Не могу сказать, что делать это супер приятно. Вот, честно вам скажу, потому что
все это налипает, какое-то недовымешивание теста получается. Ну ладно, я говорю, может быть, это будет супер классным, и я скажу, это охренительный рецепт, просто божественный и просто богоподобный. Вот все. Ладно. Нагреваем маслица где-то до 170 Цельсия, где-то до 350 Фаренгейта. Ну, это там 177, по-моему, Цельсия, неважно. Короче, 170 Цельсия сейчас будет, и можно опускать. У нас кастрюлька небольшая, потому что я хочу сэкономить масло на этот говёный рецепт. На этом говёном рецепте сэкономить масло. Поэтому приготовьтесь к тому, что сейчас у нас масло будет убегать и выливаться на стол. Это норма. Так, стрясаем лишнюю муку. Так, окей. И теперь я попытаюсь это все водрузить на шумовку, черпак, половник и... Да. Сейчас масло будет убегать, но мы потерпим. Ну, если вы думаете, что это не норма, не, это норма. Убегающее масло для этого рецепта это прям самое то. Жарим, само собой, до золотистости, иногда пытаясь понять, что там внутри происходит. Отлично. Я положил шумовку сверху, притопил, чтобы оно просто всплывает. Луковица становится легче и всплывает. Но примерно такая она получается за 10, может, 12 минут или около того. Вопрос большой, как ее вытащить. Ну ладно, сейчас, короче. Так, я ее как-нибудь так подчекрыжу и немного положу вот сюда на салфетки, чтобы лишний жир стек, который все равно не стечет, там останется куча жира. Ну ладно. Подачу сделаем тоже классическую, типа соус в центре воткнем. Ну и, кстати, хоть кто-нибудь скажет, что у нас не получилось. Реально все как надо, все как нужно. Так, теперь так, вырежем. Ну, тут центровину вырежем. Опять же, геморрой, конечно, ну ладно. Так, вот так ее. Ну так, вычекрыживаю эту центровину. Так, подрежу тут еще. Так. Окей. Горячо. Ладно. Ну, типа по центру вот так как-то поставим. Туда нальем туда соуса. Какого-нибудь обычного сырного или около того. Пусть будет так. Ну ладно. На самом деле, если хоть кто-то скажет, что у нас не получилось, я этого человека в комментах забаню просто. Потому что у нас все получилось. На многих фотках в интернете, на кулинарных каналах хуже, чем у меня, а у меня руки из жопы. Тем не менее, у нас вышел вот такой вот цветок. Ну прям зацените. Цветок, давайте попробуем. Я возьму, отломаю кусочек. Сырный соус, он отваливается. Ну. Ладно, я отломаю еще немножечко. Как-нибудь так, вот тут. Ну, мы видим внутри, что тут такой просто теплый вареный лучок. Ну ладно, соус. Жареные луковые кольца. Они просто выглядят красиво, интересно, инстаграмно. Не знаю. Смотрите, в чем проблема. У вас внутри лук. Давайте уже расчекрыжим его. Так вот, у вас внутри лук все равно остается не жареный, а такой вот, видите, вареный. То есть, согласитесь, вы вряд ли будете есть вот это. Просто теплый лук вареный. То есть, вам придется только вот эти вот штучки брать, которые тоже. Вот здесь они офигительные, а вот здесь это просто вареный лук. То есть, из этого блюда можно есть только самые кончики. Где-то вот посюда. То есть, где-то треть офигенная, реально жареная штука. Да. Там, где они тоненькие,
Они хрустят, они луковые. Чесночная панировка. Очень вкусно. А теперь вопрос. Настолько вкусно, чтобы так заеб... Но, чтобы быть объективным, я Сане, оператору, дам попробовать. Ну, кусочек попробуй, просто кусочек попробуй. Лучок. Жареный лучок. Ну, как луковые колечки в баре. Вкусненько, забавно. С сырным соусом. Но, опять же, повторюсь, вот это все, что в центре, вот чего бы... И это логично. Здесь они тонкие, вот тонкие. Но геометрия лука такая, что они становятся толще. И потом лук превращается просто в такой вареный, уже жидкий и на самом деле не сильно приятственный. Его уже, но сердцевина уже, прямо скажем, ну такое. И это логично. Форма лука такая, что он утоньшается, и там, где он тоненький, он прожаривается. Вы скажете, так ты бы подержал подольше. Ну да, я бы подержал подольше. Тогда бы там, где тоненькое, там и сгорело. Здесь нет решения вообще никакого. А что в итоге? Одна жареная луковица, из которой, дай бог, треть офигенная, а остальное это в сердцевине гораздо хуже прогревшийся вот такой вот просто мягкий полусваренный лук. Но это, конечно, не все, друзья мои. Еще у нас остались засранная маслом плитка или плита, куча израсходованных салфеток, одна емкость, в которой мы все это дело варили, молоко, в котором есть сырая мука с яйцом, 2 яйца, между прочим, непонятно, что с этим делать. Где-то литр или хз сколько, 1,5 литра масла, молоко, соль, перец, сушеный чеснок, который можно было использовать в каком-нибудь другом рецепте, емкость с маслом, которую нужно оттирать, а масло просто выливать в унитаз, еще вот такая вот панировалка, в которой где-то стакан муки тоже с ингредиентами, которое все засрано, это тоже нужно отмывать, ну и куча разного стороннего, то есть всякие мешалки, свистелки, перделки. Ну и засранный маслом кипящим стол, само собой. Ради вот этого. Хотя вкусненько. Итак, по пунктам, почему данный рецепт говно. Первое. Вам нужно найти большую луковицу. Из 3 таких лотков достаточно большой была только одна, чтобы было красиво. Нужно засрать стол. Нужно перевести молоко и яйца, потому что остатки девать совершенно непонятно куда. Нужно перевести кучу масла для одной луковицы. Кстати, почему для одной? Потому что пока вы делаете вторую, первая уже остынет. То есть это тот вариант, когда вы делаете для себя под пивасик, и вы вот одну сделали, сделаю еще одну. Вы делаете еще одну, а первая остыла. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что вот эта вот штука, которая остынет, она отдаст вот в этот вот кляр, она отдаст жидкость, которая внутри лука, и это будет полный отстой. Поэтому да, одну луковицу, которую вы сделаете и сразу съедите. Что вы будете потом делать с оставшимся маслом, в котором уже кусочки горелой муки и так далее, я тоже не знаю. Далее, пропечься равномерно она не может, просто из-за того, что у вас тонкие лепестки этого цветка и сырой такой сваренный жидкий лук внутри, который нифига не вкусный. Вкусно в этом блюде где-то вот верхняя треть. Вот только самые вот эти штучки, они охренительные. Все, что идет ниже, это долбанный вареный лук. И это при том условии, что все это у вас не развалилось на этапе нарезки и обжарки. То есть у меня руки из жопы, да, но по сравнению с большинством граждан, типа, более-менее, типа кулинарное свое шоу у меня криворукое, да, то есть я понимаю, что нужно сделать, там, не прорезать вот эту вот попку, чтобы оно не до конца развалилось, аккуратно с этим всем обращаться, про засранные руки, которые постоянно нужно мыть, все это липкое, я это вообще даже не говорю. И фишка вот в чем, все это имеет место быть в ресторане. Знаете почему? Потому что, во-первых, в ресторане есть фритюр, большое количество масла. Там все это делается на потоке. И мгновенно выдается горячее, хрустящее и всякое такое. И самое главное, там, где делают и подают вот такие штуки, есть вот такое оборудование. Вот такое вот, друзья мои. Вот такое вот шикарное оборудование, где ты можешь за секунду все это дело вот так хрясь. Бэм. И в промышленном масштабе оно пошло во фритюр. А дома у вас такая штука есть или нет? И чтоб вы понимали,
получая одну такую луковицу, вы тратите, не знаю, минимум час своего времени. Я не понимаю, вот, если ваше время хоть что-то стоит, купите себе фисташек за 50 рублей или чипсы за 50 рублей. Причем по объему чипсов за 50 рублей или 100 будет примерно как вот этой штуки. Хотя здесь съесть можно, как я уже сказал, только треть. Все, оно уже размокло, кстати. То есть для ресторанов однозначно да. Вы можете луковицу стоимостью как ничто продавать за несколько долларов, как закуску. Это супер классно. Дома делать вот этот вот цветок луковый может только неумный человек. Потому что для дома данный рецепт полное говно. Ну и если уж вы хотите упариться, то потратьте этот час на то, чтобы пожарить картошки вкусные на 3 дня вперед, сварить борщ, сделать оливье, крабовый салат. За час можно нафигачить даже селедку под шубой. Понимаете? Мимозу. То есть огромное количество блюд, которые вы будете есть несколько дней. Я был бы не против, если бы вот эту вот херню можно было сделать за 4 минуты. Типа, просто кинули в воду, и она готова. Но нет. Вы потратите до хрена продуктов, времени, и еще не факт, что получится. Поэтому данный рецепт безусловное говно. Если данный формат нравится видосов, то ставьте пальцы вверх. Огромное спасибо, что смотрите. Мерч, ссылочка в описании. Предлагайте в комментах ваши варианты рецептов, которые говно, которые нужно, не разоблачить, а типа, я же не спорю, что на ютубе у людей это получается. И красиво, у нас тоже получилось красиво. Только скажите, что вы бы это не съели. Конечно бы съели, но это все равно рецепт говно. Всем пока.